Друзья, привет! Я рад вас приветствовать на своем канале. Кто не подписался на мой канал, обязательно подписывайтесь. Ну а сегодня сделаем небольшую доработочку струбцин. А струбцин у меня вот такие вот самые простые, самые бюджетные, F-образные. Покупал я их, не помню там за сколько рублей. Но время дает о себе знать. Здесь есть вот такие вот заусенцы, которые со временем стачиваются. И само крепление уже осуществляется очень сложно. Конечно, может там наделать засечки ушемкой, но надолго результата не будет. Что я предлагаю сделать? Сейчас сделать разметочку. Для этого выкручиваем винт почти до конца. Оставляем буквально 1 сантиметр. Это будет у нас первая отметка. И от этой отметки каждые 3 сантиметра делаем также разметочку. Далее каждую отметку керню по центру. Вооружаемся шуруповертом. Ставил сверлышко на 6,5, у меня больше другого нету. Переключаем режим сверления и начинаем сверлить. Итак, друзья, сделали отверстие. Почему я сделал отверстие здесь, не с самого начала, а чтобы нам винта хватило зажать даже самую маленькую деталь, при условии, что мы сюда ставим какой-нибудь винт. Теперь усилие сразу никуда теперь не денется и 100% фиксировать будет. Ну, даже вот возьмем вот сюда, переставим. Теперь все прекрасно вот так вот фиксирует. И под каждый размер можно на определенное расстояние выставлять. Второй способ улучшить еще, модернизировать струбцинку, убрать вот этот выступ. Срезать я буду при помощи ушей. Для чего это? Сейчас покажу. У меня здесь вот отверстие есть в столу. Теперь можно вот так ставить. Одеваем струбцинку, хочешь этой стороной, хочешь той стороной. И можно также фиксировать детали к столу. Класс. Все крепко держит. Также иногда сталкиваешься с тем, что надо сильнее дотянуть, но иногда не хватает усилий за счет того, что ручка гладкая и небольшой получается хват такой только от силы руки, да, и то может быть проскользнуть, потому что она вся гладкая. Теперь возьмем сверлышко опять также на 6,5, сделаем сквозное отверстие. Конечно, в идеале можно одеть металлическую трубку, это был бы самый лучший вариант. У меня под рукой не нашлось нужного диаметра. Берем винт шестерочку, вставляем, накручиваем гайку. И все, у нас теперь получился некий такой рычаг. Теперь при помощи него можно гораздо сильнее затянуть деталь. Вот так вот. О! Теперь уж точно сидит крепко и никуда не денется. Да, сразу видно силу, насколько увеличилось, сразу такие более сильные вмятины, нежели я закручивал рукой. Также, я думаю, многие из вас работают вот такими быстрозажимными струбцинами. Но не все знают, не многие из вас знают, что они не только могут быть на сжатие. Снимаем один конец, один край, другой край раскручиваем. Там винт с гайкой. Переворачиваем. Тут даже с другой стороны специально для этого, так же как и здесь, есть паз. Одеваем. И собираем конструкцию обратно.
перевернули. С другой стороны также одеваем, развернув. Все, у нас теперь она работает на разжим. Это хорошо можно использовать при строительстве. Доски разжать, поднять что-то. Интересный способ, кстати говоря. И так не пойдет. Как ее тут сделать? Для первой идеи понадобится квадратик. Это 10 на 10 по 90 градусов. Все запильный, ровненький. Сейчас сделаем разметочку прям под 45 градусов. Возьму коронку по дереву, это 30-я короночка. Зажимаем шуруповерт. И по центру делаем сквозное отверстие. Ну, высверливаем, в общем. Все, как видите, сделано ровненько, под угол зарезано, все четко. Взял поверхность немножко поровнее, потому что здесь не очень ровно все. Выставляем угол заранее запильный под 45 оба угла. Ставим одну штучку, ставим другую штучку. Теперь берем струбцину. И все, наш угол никуда не денется. Как видим, угол держится крепко, никуда не денется. Работает. Ну, я сейчас покажу не только для маленьких деталей. Я думаю, наверное, для больших деталей тоже подойдет. Также вот взял брусочек. Также выставляем. Берем также нашу струбцинку и также зажимаем. Все. Все тоже держится, все четко. Для следующей идеи нам понадобится два вот таких вот брусочка. Они примерно одинаковые. 26 с половиной. Тут где-то, ну, примерно сейчас 13 поставим разметочку. Теперь выставляем под углом 45 градусов с одной стороны и с другой стороны. Аналогично проделано и с другим бруском. Теперь берем получившиеся наши бруски, выставляем их вот таким вот образом. Зажимаем все это струбциной. Затянули. Теперь выставляем угол, который нам нужен. В данном случае это под 90 будет. Берем еще одну струбцину побольше. И зажимаем. Как видим, все четко, никуда ничего не денется. Склейка будет очень крепкая, то есть, ну, никуда не денется и не разорвешь. Ну как, ну конечно, можно разорвать, дуру можно и хер сломать. Ну, идея рабочая, самое главное. Иногда для склейки не хватает одной струбцины, длины не хватает. Конечно, можно воспользоваться двумя струбцинами, то есть таким вот образом. И стянуть. Все держится. Но можно сделать приспособление. Прям сделаем на скорую руку. Есть вот такой кусочек неровной фанеры. Не буду обрезать ничего. Просто как он есть, так и сделаю. Сделаю сейчас разметочку здесь для себя. Прям при помощи стамесочки немножко выбрал. Отрезал также вот такой вот кусочек. Сейчас мы вот так его прикрутим на саморезы. И с другой стороны также прикрутим брусочек. По итоге получается вот такая вот картина. Конечно, можно там было пройти ПВА клеем, склеить, чтобы это практичнее было. Но я делал это на скорую руку. То есть теперь берем струбцину
Выставляем. Вот так вот. Вот наша деталь скреплена, и теперь все, можно оставлять ее сохнуть. Нужно будет полоса 20 мм шириной, ну, толщиной это, наверное, 2 или 3. Также кусок 32 трубы. От полосы мы сейчас отрежем 2 куска по 100 мм. Теперь в ширину самой пластины отрежем 2 куска от 32 трубы. По итогу получились у нас 2 таких отрезка. Прям, конечно, не сильно идеально ровные, но стараюсь сделать поровнее. Теперь берем нашу пластину, выставляем вот таким вот макаром. И у меня есть вот такой самодельный зажимчик, я магнитный держатель делал. Он нам сейчас как раз пригодится, чтобы у нас никуда не укатилось. То есть вот так это будет сейчас выглядеть. Сейчас это все будем обваривать. Получились вот такие вот у меня 2 заготовочки. Я их немножко на гриндере прошел, убрал сварочные швы. Теперь осталось зачистить вот эту поверхность. Зачищаю все при помощи кораллового диска. Так, зачистили. Теперь я сейчас все это обезжирю вот таким вот универсальным обезжиривателем. Хорошо наносится и быстро выветривается. Теперь возьму кусок наждачки, разорву напополам, чтобы получилось 2 кусочка. Беру обычный суперклей, наношу наши заготовки и хорошенько прижимаю наждачку. Со второй поступаю аналогично. Наши самоделки уже полностью готовы. Можно сделать таких 4, 6, 8 штук. Они вам всегда пригодятся, поверьте, всегда будут под рукой. Для чего же все-таки это сделано? Вот берем мы обычные деревяшки, да, запильные под 45 градусов. Обычной струбциной мы никаким образом это не сможем затянуть. Как бы мы ни ставили, у нас она будет выскакивать. И в угол, если без саморезов, без ничего, мы не закрепим. Теперь же что получается? Берем, выставляем на одном уровне центр. Я на пятерке на бруске показываю. Прижимаем все это дело струбциной. За счет наждачной бумаги вообще никуда не денется. Можно, конечно, без нее сделать, но наждачка держит очень хорошо. Аналогично поступаем и с другой стороны. Также выставил. По центру прижали каждую из сторон. Теперь выставляем ровненько угол. Берем еще одну струбцинку, заводим и зажимаем. Подравниваем, если нужно, если необходимо. По итогу получаем прочное и надежное соединение, то есть которое можно проклеить. Я имею в виду, что это чисто для клея. Но не только на 90 градусов можно сделать, еще и другие углы. Даже вот такой вот угол, как его стянуть, кроме как если такими стяжечками. Все так же делаем по аналогии. Здесь немножко просто сместилось, так, чтобы она попадала вот. Также все вставляем и начинаем затягивать. Подравниваем, как нам нужно, и тянем. Все, угол у нас на месте, никуда не денется. Можно склеивать. А почему я наждачную бумагу сделал? Потому что, чтобы не скользило, я вот в процессе работы уже понял, что надо проварить было и здесь. Потому что начал тянуть, и у меня начало ее вырывать. То есть наждачная бумага здесь очень хорошо работает. Также этой приспособой можно как вот затянуть также, если нету никаких приспособлений. То есть нам также поможет наши стяжечки. Выставляем их с двух сторон. Также затягиваем струбциной. Но я не буду по центру тут выставлять, просто покажу как пример. Теперь берем 2 струбцины, выставляем одну сюда и одну сюда. То есть хорошо можно сейчас продемонстрировать, что затягивается. Вот так вот. Все, никуда угол точно не денется. Все хорошо затянуто. Можно дотянуть там, если необходимо. Но, как видите, здесь просто она немножко доска кривая. И на излом также все это хорошо держится. Вот немножко повернул, да, повернуть можно. И то это я не затягивал до конца. Я не знаю, может еще где-то, конечно, можно использовать. Я думаю, также можно здесь поставить доску, чтобы стягивать между собой. Ну, тут проще, конечно, когда здесь одна. Можно одной струбциной большой стянуть. Друзья, в общем, у нас получилась вот такая вот самоделка. Я думаю, очень полезная. Самое главное, легко исполняется и делается, да? Легко можно повторить, сделать себе несколько штук, и пускай они лежат. Но если у вас есть мнение, как доработать эту самоделку, обязательно пишите ваше мнение, комментарий, я обязательно прочту и отвечу на него. Вам я хочу сказать всем огромное спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Всем вам крепкого здоровья, любви, удачи и до новых встреч. Пока-пока.